Натощак за час до завтрака выпейте стакан раствора соды. Пол чайной ложки пищевой органической соды поместите в кружку, залейте кипятком до половины кружки и хорошо размешайте ложкой. Будет слышно характерное шипение. Это признак гидролиза. Остудите раствор или добавьте в кружку прохладной воды. Рекомендуемая температура раствора соды 40-42 градуса. Это ощелачивающее средство поможет вашему организму быстрее очищаться от токсических веществ и снизит кислотную нагрузку на организм. Больше о правильном приеме соды вы можете узнать из другого нашего видео, ссылка на экране и в описании под этим видео. Второе. Пейте 3 раза в день травяной настой. Рекомендуем купить в аптеке грудной сбор номер 2. В сбор входят листья мати-мачехи, листья большого подорожника, корень солодки. В принципе, вы можете и сами составить подобный сбор, купив данные травы отдельно. 1 столовую ложку сбора поместить в эмалированную или стеклянную посуду и залить 200 мл горячей кипяченой воды. Закрыть крышкой и настаивать на водяной бане 15-20 минут. Далее охладить травяной настой при комнатной температуре и процедить. Весь травяной настой необходимо выпить в течение дня. Пить в теплом виде по треть стакана сразу после еды. Этот настой снимет воспаление и выведет слизь. Третье. В течение дня между приемами пищи жуйте прополис. Достаточно взять всего горошинку прополиса, поместить в рот и жевать передними зубами. Жевать нужно не менее 15 минут, затем можно проглотить остатки. Прополис – это природный антибиотик, который хорошо справляется с любыми вирусами, бактериями, грибками и паразитами. Четвертое. Принимайте 3 раза в день сироп исландского мха. Исландский мох хорошо зарекомендовал себя против кашля. Он уничтожает болезнетворные бактерии и снимает воспаление. Продается в аптеках. Принимается по 15 мл 3-4 раза в день между приемами пищи. Мы рекомендуем принимать сироп за 40 минут до приема пищи. Пятое. Пейте 3 раза в день настой ромашки и календулы. Пейте отвары ромашки, календулы за 20 минут до еды. Пакетики с цветками ромашки и календулы продаются в аптеке. Утром заварите в стакане горячей воды 2 пакетика ромашки. Далее в другом стакане горячей воды заварите 2 пакетика календулы. Эти 2 стакана настоя – ваша дневная норма. Пейте эти настои попеременно. Например, за 20 минут до завтрака выпейте полстакана ромашки. Далее, за 20 минут до перекуса выпейте полстакана календулы. Затем, за 20 минут до обеда выпейте оставшуюся ромашку. И, наконец, за 20 минут до перекуса или ужина выпейте оставшуюся календулу. Эти лечебные травы эффективно справляются с вирусами, бактериями и хорошо снимают воспаление. Шестое. В течение дня вместо воды пейте теплые чаи. В качестве наполнителя используйте малину, корень имбиря, черную смородину. Малина хороша для отделения слизи и выведения жидкости. Имбирь работает против воспаления. Черная смородина поддержит организм витамином С и будет дополнительным антиоксидантом. Седьмое. Перед сном выпивайте стакан лечебного молока. Это средство хорошо лечит пневмонию, восстанавливает сурфактант и насыщает кровь кислородом. Нагрейте стакан молока до состояния, когда идет пар, но оно еще не кипит. Добавьте в горячее молоко 1 чайную ложку куркумы, пол чайной ложки порошка корицы или 1 трубочку цельной корицы. Затем добавьте щепотку черного измельченного перца, 4 штуки гвоздики, речь идет о пряности, и 4 штуки зернышек кардамона. Все хорошо перемешайте и, продолжая помешивать, доведите молоко до кипения. Как только молоко закипит, сразу снимите посуду с молоком с печи. Дайте молоку остыть естественно или остудите его ускоренным способом. Употреблять лечебное молоко необходимо в тепло-горячем виде, но чтобы не обжигало.
Перед употреблением добавьте в стакан с лечебным молоком 1 столовую ложку топленого масла кхи. Если у вас нет масла кхи, можно использовать обычное сливочное масло 82,5% жирности. У кого коровье молоко не усваивается, можно заменить на растительное. Подходит овсяное, ореховое, миндальное, а также из семян подсолнечника. Сразу отвечаем на вопрос, что и зачем нужно пить, чтобы не запутаться и все было правильно. Примерная схема приема 7 лечебных средств сейчас на экране. Однако в зависимости от того, сколько раз в день вы едите, вы должны сами построить для себя нужную схему. Данная схема приема предназначена для людей с 5-разовым питанием. Данная схема очень насыщена, и это не случайно. Все средства и время их приема подобраны так, чтобы максимально быстро победить ОРЗ, ОРВИ и, самое главное, пневмонию. Но что очень важно, не нужно принимать лекарственные средства и антибиотики. Плюс такое лечение намного дешевле, чем вам это обойдется в стационаре. Сколько времени нужно принимать эти натуральные средства? В зависимости от тяжести заболевания и состояния организма, один человек выздоровеет через 1 день, другой через 3, а иной позже. Признаком, что болезнь побеждена, будет нормальная температура тела и отсутствие кашля. Для подстраховки и профилактики рецидива народная и ортодоксальная медицина рекомендует после того, как ушли симптомы болезни, продолжить лечение еще 2-3 дня. В случае с пневмонией долечивание – неделя. Мы тоже согласны с этим. Как только вы увидите, что выздоровели, продолжите лечение еще 3-5 дней. Тогда организм не только окрепнет, но и очистится от всех остатков болезни и сформирует сильный иммунитет. Если будут вопросы, пишите в комментариях, и мы ответим.